Вот такой у меня получился кармашек. И вот так он выглядит изнутри. Теперь, пока я платье убираю, сразу беру вот так, раскладываю под борта, беру обтачку. Так, вот таким образом у меня будет пришиваться обтачка. Обратите внимание, да? Вот они у меня обработанные срезы. Значит, вот так совмещаю, скалываю булавочками и сшиваю на оверлоке. И делаю закрепочную строчку обязательно под оверлочной. Теперь вот эти припуски мы с вами заутюживаем на сторону обтачки по спинке. Я пока не заутюжила, просто приколола булавочки, чтобы не потерять. Далее нахожу центр по спинке, центр обтачки. Беру воротничок, который не продублированный, и совмещаю лицом к лицу вот так центр воротничка и центр обтачки. Скалываю булавочками воротничок с обтачкой в одну сторону и в другую сторону до вот этой метки. Здесь у меня совпадает вот это плечевой срез, плечевой шов и метка плечевого среза должна совпасть. Вот эту булавочку пока убираю. Достаточно будет вот этой. Вот эти уголочки, ну, по моей задумке, вот эти уголочки у меня должны сойтись. Здесь я булавочку вкалываю вот так поперек. Вот должно получиться вот так. Здесь это все прошьется, все будет красиво. Это булавочки просто так неаккуратно смотрятся. Ну, вот так вот это все должно выглядеть. И то же самое я делаю с другой стороны. То есть вот так сейчас прикалываю воротничок к обтачке и под бортам, под борту. И сшиваю прямой строчкой. Здесь опять же вот так совмещаю уголочки. Эту булавочку, где у меня меточка, вкалываю поперек. Ну а здесь удобнее будет вот так. Вот такая картинка у нас должна получиться. Перешиваем прямой строчкой. Здесь делаем обязательно закрепку строго до метки. И здесь тоже делаем закрепку строго до метки. Теперь беру второй воротничок, вторую половинку, уже продублированный. Нахожу центр по горловине платья и центр воротничка. У меня вот здесь вот отмечено. Совмещаю так лицом к лицу складываю воротничок и горловину. И точно так же, соблюдая все метки и уголочки, я соединяю уже воротничок с горловиной. Воротничок продублированный. Так, я пришила воротничок к платью.
Пришила воротничок к обтачке. И теперь я вот так должна лицом к лицу положить оба воротничка и сколоть. Но прежде чем скалывать, воротничок, который у меня идет проклеенный, мне нужно вот здесь сверху срезать примерно 2 миллиметра. Это для того, чтобы воротничок лег аккуратнее, чтобы не было волдырей никаких и стяжек. Так, теперь я вот так прикладываю лицом к лицу, совмещая срезы, скалываю 2 воротничка вместе, только по верхнему срезу. Прошиваю на расстоянии 1 сантиметра прямой строчкой. Здесь и здесь делаю закрепки. Вот так пристрочила воротнички, детали воротничка. Теперь смотрите, сторона, которая у меня продублированная, вот этот припуск, я срезаю максимально, оставляю примерно 2 миллиметра. 2, может быть 3, если вы боитесь. Но она продублированная, поэтому не страшно. Значит, сейчас я полностью ее срезаю. Видите, у меня получается что? Далее, второй припуск я накладываю вот так на продублированную сторону воротничка и строчу вот здесь по лицевой стороне примерно в 1 миллиметр от шва. И покажу, что делать дальше. Итак, отстрочку по воротничку сделали. Теперь смотрите, тоже очень важный момент. Там, где у нас пришивался воротничок, вот видите, есть вот такой вот, как перекресточек, да? Вот на этом перекресточке нам нужно аккуратненько сделать надрезики. Что я делаю? Вот смотрите, вот у меня подборд. Подборд, вот воротничок, вот подборд, вот эти вот уголочки. Я складываю вот так до закрепки ровненько пополам и делаю надрез вот здесь до этой закрепки, ну примерно не доходя 2 миллиметра. Почему 2? Потому что у меня очень цепучая ткань. Точно так же я делаю и с воротничком. Вот так складываю пополам. Вот она у меня закрепка. И здесь я делаю аккуратненькую надсечку ровненько до вот этой закрепки. Также не доходя примерно пару миллиметров. Так делаем со всеми 4 уголочками. Готово. Теперь мы с вами складываем вот так наши изделия. То есть мы совмещаем края борта и платья. Вот здесь мы с вами совмещаем воротничок. Смотрите, края воротничка мы с вами совмещаем вот так вот от закрепки до закрепки. Вот здесь вот это вот место совмещаем. Я сейчас сколю булавочками, чтобы было понятно. Так. И вот здесь мы с вами строчим прямой строчкой, также на расстоянии 1 сантиметра. Так, лишнюю ниточку беру. Дальше, смотрите. Получается, что вот здесь у нас как раз вот этот перекресточек. Далее от закрепки уже здесь мы пошли на борт полузанос. От закрепки мы с вами строчим сюда прямой строчкой, также в 1 сантиметр. Везде вот здесь, где начинаем строчку, обязательно делаем закрепку. Далее я скалываю полностью борт со срезом переда.
лицом к лицу. Конечно же, все это очень махрится ткань. Вот одна из причин, почему я не люблю натуральные ткани. И вообще, в принципе, сухие ткани не очень люблю. Они очень-очень сыпятся. Так, скололи. То же самое мы делаем с другой стороны. И, в принципе, мы с вами можем сейчас уже застрочить все эти срезы. То есть от закрепки, здесь обязательно делаем закрепку вверх до края, до уголочка воротничка. То же самое здесь, с этой стороны. Далее от закрепки, вот здесь, по этой стороне, по борту, от закрепки сюда до уголочка, от уголочка вниз до самого низа. То есть мы можем не бояться. Дальше я покажу и расскажу, как обработать по низу. Сейчас пришиваем уже борта к платью. Теперь я срезаю лишние уголочки, то есть уголочки вот здесь по воротничку, уголочки вот здесь, где у меня будет лацкан, и выворачиваю аккуратненько. Выворачиваю, и можно прогладить по всему сгибу, то есть по всему, вот так по воротничку, воротничок вот так по шву прогладить. И так, лишние ниточки сейчас убираем, это то, что у нас махрится. Сама ткань. Ни в коем случае не вытягиваем, не отрываем, а именно срезаем вот эти ниточки, которые здесь выглядывают. Потому что это может быть нужная ниточка. Так, все вот так просматриваю. Убираю лишние нитки. Сначала я буду заутюживать вот так, разутюживать, а потом заглаживать по сгибу, по шву. И заглаживаю с одной стороны, с другой стороны. Сейчас проглажу и покажу, что делаем дальше. Так, готово. Вот такая красота у нас получается. Воротничок. Потом еще вот здесь заутюжим, чтобы по горловине было красиво. Но это потом. Теперь я перехожу. В принципе, можно сейчас уже подшить низ. Можно сделать, допустим, обработать на оверлоке, сделать подгибку, да? Но можно сделать двойную подгибку. Смотрите, что я буду делать. Ну, для начала я вот так складываю под борт, вот так на бок, лицом к лицу прикладываю. И смотрите, теперь нам нужно определиться с подгибкой. То есть, какая у нас будет подгибка. Ну, например, 3-4 сантиметра. Вот здесь от среза борта я строчу до крайнего среза борта. Здесь делаю закрепку. То же самое делаю с другой стороны. Далее вырезаю от борта, вот так вырезаю максимум, оставляю припуск и выворачиваю. Получится у меня примерно вот так. Выворачиваю уголочек. Так. Далее вот здесь, ну это я сейчас вывернула уголочек. Далее вот здесь у нас, допустим, будет застрочено вот так, да? А здесь мы можем сделать подгибку на 1 сантиметр. И если, допустим, у нас было 4 сантиметра, вот так общая подгибка, минус 1 сделаем подгибку, здесь у нас будет 3 сантиметра. И так мы должны с вами прошить эти 3 сантиметра по всему срезу. Можно сделать иначе. То есть мы сейчас можем обработать срез на оверлоке, проклеить клеевой паутинкой и сделать вот так полностью на клеевую паутинку. Но клеевая паутинка со временем тоже может отклеиться, поэтому здесь, в принципе, строчка просто необходима, просто обязательно. Итак, что касается подола, я рассказала, пока платье убираю.